Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Была полночь. Время в приемном отделении городской больницы текло вязко, словно густой сироп. Дежурная медсестра Марина лениво перелистывала журнал регистрации, слушая монотонное гудение люминесцентных ламп. В дальнем углу дремал охранник, а тишину нарушал лишь редкий кашель пациента из зала ожидания. Внезапно автоматически стеклянные двери разъехались с тихим шипением. Марина не подняла головы сразу, ожидая увидеть очередного посетителя с бытовой травмой или бригаду скорой помощи. Но вместо привычного шарканья ног или скрипа каталки раздался другой звук. Тяжелый, мягкий, ритмичный. Цок-цок-цок, когти по кафелю. Она подняла взгляд и застыла. Кровь отхлынула от лица, а ручка выпала из ослабевших пальцев, с грохотом ударившись об стол. В дверях стоял тигр. Это был не просто тигр. Это был призрак джунглей. Огромная белоснежная самка с черными, словно выписанными тушью полосами. Ее мышцы перекатывались под шкурой с пугающей мощью, но двигалась она с осторожностью, несвойственной хищнику, ворвавшемуся на чужую территорию. В пасти она бережно, словно хрустальную вазу, сжимала за холку маленького белого тигренка. «Не двигаться», – прошептала Марина, хотя ее никто не мог услышать. Люди в зале ожидания начали замечать зверя. Женщина с загипсованной рукой вскрикнула. Мужчина рядом с ней вжался в пластиковое кресло, пытаясь стать невидимым. Паника нарастала, как волна перед цунами, но тигрица не обращала внимания на людей. Она не рычала, не прижимала уши, не била хвостом. В ее янтарных глазах не было жажды убийства. В них плескалось что-то, что Марина, будучи матерью двоих детей, узнала бы из тысячи взглядов. Отчаяние. Сирены завыли через 3 минуты. Полицейские машины окружили вход, блокируя выезды. Я приехал одновременно с нарядом спецназначения. Моя работа как консультанта по поведению диких животных часто сводилась к лекциям или осмотру зоопарков, но этот вызов был из ряда вон выходящим. «Капитан, какова обстановка?» Я подбежал к старшему офицеру, который уже отдавал команды снайперам. «Зверь внутри, огромный альбинос. Держит в заложниках весь 1-й этаж», – рявкнул капитан Волков, проверяя затвор автомата. «Мы заходим. Если дернется, стреляем на поражение». «Стойте!» Я схватил его за плечо, рискуя получить удар прикладом. «Вы сказали, она с детенышем?» «Да». Тащит кусок мяса в зубах. «Это не еда. Это ее ребенок. Если вы войдете с оружием, запах пороха и агрессия спровоцируют ее. Там замкнутое пространство, рикошеты убьют людей быстрее, чем тигр. Дайте мне войти». Волков посмотрел на меня как на умалишенного, но в моих словах была логика. «У тебя 2 минуты, эксперт. Если она сделает шаг к пациентам, мои ребята открывают огонь через витрину». Я медленно вошел через боковой вход, подняв руки вверх. Воздух в холле был наэлектризован. Тигрица стояла посреди зала. Она заметила меня мгновенно. Голова повернулась. Желтые глаза сфокусировались на моем лице. Я замер. «Тише, девочка, тише». Мой голос был ровным, низким. Я знал, что она не понимает слов, но она считывает интонацию. Я сделал шаг вперед. Полицейские снаружи напряглись. Тигрица издала низкий горловой звук, не рык, а скорее вибрацию, проходящую сквозь пол. Она медленно опустила голову и разжала челюсти. Маленький белый комок мокрой шерсти выскользнул на холодную плитку. Он не двигался. Она подтолкнула его носом в мою сторону, а затем сделала шаг назад. Это был жест капитуляции. Жест мольбы. «Я понял тебя», – выдохнул я. «Я все понял». Я махнул рукой врачам, прятавшимся за стойкой регистрации. «Ей нужна помощь». «Не вам, ей!» – крикнул я, указывая на Тигренка. «Она не тронет, если мы поможем ему». Заведующий отделением, седой мужчина с дрожащими руками, но стальным стержнем внутри, вышел первым. За ним 2 медсестры. Тигрица наблюдала за каждым их движением. Ее мышцы были напряжены, как стальные тросы, но она оставалась на месте.
Я подошел к детенышу первым, он был горячим, как печка. Шерсть свалялась, кожа при оттягивании не расправлялась. Тяжелейшее обезвоживание. Дыхание было поверхностным, свистящим. «Высокая температура, признаки сепсиса», – констатировал я, чувствуя на затылке тяжелый взгляд матери. «Ему нужна жидкость и антибиотики широкого спектра. Сейчас же». Врачи работали прямо на полу холла. Установили катетер в крошечную лапку. Задача не из легких, когда в 2 метрах от тебя сидит 200-килограммовый хищник. Когда игла вошла в вену, тигрица дернулась, но я выставил ладонь вперед, встречаясь с ней взглядом. Мы спасаем его. Поверь мне. Капельница заработала, живительная влага начала поступать в истощенный организм. Тигрица, словно поняв, что самое страшное позади, легла на живот, положив массивную голову на лапы. Она не сводила глаз с сына, но в ее взгляде угасла дикая ярость, уступив место бесконечной усталости. Пока врачи боролись за жизнь маленького пациента, снаружи разворачивалась другая операция. Детектив Соколов, хмурый мужчина в плаще, просматривал записи с городских камер наблюдения. «Откуда она взялась, черт возьми?» – бормотал он, переключая кадры. Тигры не материализуются из воздуха. На одном из экранов мелькнула белая тень. Время 23:15. Промышленная зона на окраине города. Место заброшенных заводов и складов, куда редко заглядывала полиция. Камера зафиксировала, как тигрица перепрыгивает через высокий забор с колючей проволокой, прижимая к себе детеныша. «Вот оно!» – Соколов ткнул пальцем в монитор. «Старый склад текстильной фабрики. По документам заброшен 5 лет. Поднимайте дроны!» – скомандовал он по рации. «И готовьте штурмовую группу. Кажется, мы нашли нечто большее, чем просто сбежавшего питомца». Беспилотник, оснащенный тепловизором, завис над ангаром через 20 минут. Картинка, переданная на планшет капитана, заставила всех замолчать. Ангар светился изнутри десятками тепловых точек. «Это не склад», – мрачно сказал я, глядя через плечо полицейского. «Это тюрьма». Штурм был стремительным. Спецназ выбил ворота, светошумовые гранаты дезориентировали немногочисленную охрану. Но то, что мы увидели внутри, заставило даже бывалых бойцов опустить оружие в ужасе. Запах ударил в нос первым. Едкая смесь аммиака, гниющего мяса и страха. Огромное пространство ангара было заставлено тесными ржавыми клетками. Это был Ноев ковчег наоборот. Место, где жизнь превращалась в товар. Я шел по рядам, и сердце сжималось от боли и ярости. В углу, в клетке, едва превышающей его собственные размеры, лежал лев. Но это был не царь зверей. Это был обтянутый кожей скелет. Его грива свалялась, глаза были тусклыми. Он даже не поднял голову на шум выстрелов. Дальше – черная пантера. Она металась по клетке, ударяясь о прутья. Ее шерсть была выдрана клоками от стресса. Снежный барс, гордость гор, лежал в луже собственной мальчишкным и тяжело дыша. «Здесь ад», – прошептал один из ветеринаров, прибывших с нами. Мы нашли клетку, из которой сбежала наша белая тигрица. Прутья были погнуты с невероятной силой. В углу валялись шприцы и пустые флаконы из-под дешевых человеческих антибиотиков. Они пытались лечить детеныша сами, понял я, поднимая флакон. У него, вероятно, началась инфекция из-за антисанитарии. Они кололи ему все подряд, разрушая печень и почки. Мать поняла, что они убивают его, и она решила действовать в эти. Она вырвала решетку. Она прошла через промзону, через город, ведомой инстинктом или каким-то высшим чутьем, туда, где пахло лекарствами и помощью. В больницу. Ночь превратилась в бесконечный марафон. Мы вызвали всех доступных ветеринаров города и соседних областей. Грузовики для транспортировки крупных животных выстроились в очередь. Я координировал сортировку. «Льва! На капельницу! Потом грузим первым! Он не переживет еще час здесь!» – кричал я. «Орангутанга в теплое одеяло, у него гипотермия!» Маленький орангутанг, найденный в деревянном ящике,
цеплялся за мою куртку тонкими пальчиками и тихо плакал. Его глаза были полны человеческой боли. В другой части склада нашли красных панд, редких попугаев и даже крокодилов в пересохшем бассейне. Это был международный хаб контрабанды. Животных привозили сюда, передерживали в ужасных условиях и отправляли богатым клиентам за границу. Большинство товара погибало в пути, но выжившие окупали все издержки. К утру склад опустел. Последним вывезли снежного барса. В его клетке мы нашли еще одного детеныша, чудом живого. Следствие длилось несколько месяцев. Благодаря уликам, найденным на складе, и показаниям задержанных охранников, удалось выйти на организаторов. Это была крупная сеть, нити которой тянулись в несколько стран. Суд был показательным. Обвинения в контрабанде, жестоком обращении с животными, организации преступного сообщества. Сроки были реальными и длинными. Но для меня главным было не наказание виновных, а судьба невинных. Судьба животных складывалась по-разному, но у каждого теперь был шанс. Белого льва, которого мы назвали Симба, отправили спецрейсом в ЮАР, в знаменитый заповедник для спасенных хищников. Видео, присланное коллегами через полгода, заставило меня улыбнуться. Симба набрал вес, его грива снова стала густой, и он впервые в жизни лежал на траве под настоящим солнцем. Черная пантера Багира уехала в центр реабилитации крупных кошек во Флориде. Ее психика пострадала сильнее всего, но зоопсихологи работали с ней каждый день. Снежный барс с детенышем были переданы в горный заповедник в Алтае, где условия были максимально приближены к их естественной среде. Орангутанг поступил в школу для приматов на Борнео, где его учили быть обезьяной, а не игрушкой. А что же наши главные герои? Белая тигрица, которую мы назвали Аврора, и ее сын Орион не могли быть выпущены в дикую природу. Альбиносы слишком заметны, а Орион, выросший на руках людей в первые месяцы восстановления, был слишком привязан к нам. Ну и клетка была для них неприемлема. Для них нашли идеальное место – специализированный парк-приют для больших кошек. Огромная территория в несколько гектаров, огороженная, но просторная, с озером, деревьями и холмами. Я сделал глубокий вдох, чувствуя запах нагретой солнцем травы. Моя работа была закончена, но история Авроры и Ориона только начиналась. История жизни, отвоеванной у смерти силой материнской любви.